Ну что такое тормоза? Нормально. Ух ты ё! Полная схема. Основной движ, он, безусловно, у тепловоза. То есть у вас прям смена здесь получается? Закрытые кабинеты. Я же знаю, вам интересно. Виртуальная реальность. С молоточком. Друзья, наконец-то идем в сторону музея, и я хотел вам показать вот эту вот эстакадищу со стороны. Вот такая конструкция, на которой происходит движение поездов, на которой стоят уже музейные вагончики. И вот это современное здание вокзала со стороны. Красота! Просто красота. Ну, лучшая детская железная дорога как бы у нас в стране. Ну, чего уж тут говорить. Москва, Питер, сорян, ЕКБ. Ну а решение о создании музея было принято еще до реконструкции в 2013 году. И в 2016 наконец-то состоялось его открытие. Вообще, Малая Свердловская изначально шла здесь. Здесь была станция, называется Центральная. Там рядышком депцо было. И было здание. Ну как было? Оно и есть. Правда, сейчас уже используется как музей. А при проведении реконструкции построили вот эту станцию Екатеринбург-Детский. Но станция Центральная осталась. И вот на ней мы можем наблюдать уникальный подвижной состав. Трафовозные вагоны с автосцепкой узкоколейной на старых тележках. А это какие-то бункера. Тоже для перевозки чего-то. Вот я так люблю старый хлам, ребят, это просто вот хлебом не корми. Автосцепка на узкой колее. Это очень редкое явление. Совершенно разные вагоны, по виду повидавшие жизнь, не понаслышке, чудом сохранившиеся. А сзади те самые пафоваги стоят, которые раньше работали на Малой Свердловской детской железной дороге. Сейчас они, конечно, уже сдали эстафету новым вагонам, но здесь они до сих пор отставлены, никто их никуда не распилил, не сжег, не выкинул. Вот они стоят в запасниках. Правда, кто-то решил их разрисовать на свой вкус. Ну, ладно, давайте о вкусах не будем спорить. Платформа тоже old school. Как видите, рама у нее клепаная. Это всегда признак старины, ребят. И интересный вагон, у него откидные борта снизу, вот раз, два, три. И самое главное, тормозная площадка. Что это за площадка такая? Это площадка, на которой может располагаться работник, который, вот видите, там такая железная коряга торчит. Это, по идее, привод ручного тормоза. То есть он может ее затормозить вагон, и он как бы никуда не покатится, он считается закрепленный. Поэтому и называется площадка тормозная. Ну а затем идут, в принципе, стандартные для узкой колеи вагоны с запасом тележек для будущих экспонатов. Здесь такой интересный переход с автосцепки на буфер. И, насколько я знаю, их даже можно как-то сцеплять. Есть то ли переходник какой-то, то ли крюк на автосцепку, за который вешается цепь обычной сцепки узкоколейной. Название, конечно же, сохранено. Станция Центральная. Здание отреставрировано. Привет. Выглядит отлично. Конечно же, цветы в окнах. Куда же без этого? Жизнь. Евгений Невольниченко, музейный сотрудник Музея узкоколейных железных дорог Екатеринбург. Сейчас пойдем с вами на нашу главную площадку выставочную, где как раз находятся основные натурные образцы узкоколейной железнодорожной техники. Покажем все ее многообразие, разнообразие, то есть и грузовой, и пассажирский подвижной состав, и грузовой, причем еще у нас представлен по специализации для разных отраслей промышленности, то есть вообще разного назначения. Выглядит вообще шикарно. Здесь у нас один из путей посвящен практически полностью пассажирскому движению. То есть мы видим пассажирский подвижной состав, во главе которого тепловоз узкоколейный второго поколения. Собственно, у него так и обозначено Ту-2, то есть тепловоз узкоколейный. Двойка указывает на вторую серию, второе поколение. Он когда-то ходил на детской железной дороге здесь по соседству недалеко от нас в Оренбурге. Ну, после чего
некоторое время использовался как тепловоз-донор для аналогичных тепловозов таких же серий, потому что они уже серийно давно не выпускаются, то есть его разобрали на запчасти для вот своих собратьев. Ну а сейчас представлен как музейный экспонат как раз на нашей площадке. В сцепи с ним идут пассажирские вагоны, которые вот буквально до последних лет, до 2000-х годов эксплуатировались у нас на детской дороге на Свердловской. Все они 1960 года выпуска, все сделаны на польском заводе Pafawag, который вообще много вагонов пассажирских поставлял именно на детские железные дороги Советского Союза. Они считаются, насколько я знаю, самые такие комфортные, самые прям крутые. Да, совершенно верно. У нас сейчас несколько таких вагонов как раз Pafawag используются и под ретро-движение, то есть они действительно восстановлены до своего первозданного вида, то есть с максимальной точностью, и можно сказать, что это вагоны, ну, VIP-класса. Класс. А подскажите еще такой вопрос от тюфяка к музейщику. Так. А почему дорога носит имя Островского? Ага. Казалось бы, при чем здесь он? Да, действительно, дорога с 1961 года носит имя советского писателя Николая Алексеевича Островского. Но у него, во-первых, в главном произведении «Как закалялась сталь» герои – это комсомольцы. А именно Свердловский комсомол в свое время выступил с инициативой строительства нашей Свердловской детской железной дороги. Ну и к тому же в произведении «Как закалялась сталь» действие разворачивается еще и на строительстве узкоколейки. То есть по легенде вот так все переплелось, поэтому наша дорога получила имя как раз Островского. Очень интересная история. Спасибо. Пожалуйста. Соседний путь на нашей выставочной площадке тоже, в принципе, практически полностью посвящен пассажирскому движению. Здесь очень интересный экспонат, тепловоз серии Ту-47, чехословацкий, 1958 года. В Советский Союз он поставлялся как под серией Ту-3. Сегодня это единственный в России полностью комплектный тепловоз вот этой серии, еще и восстановленный до ходового состояния. То есть другого такого в России вы нигде не найдете. Могут быть где-то отдельные элементы, но вот полностью собранный только у нас. И это сегодня памятник науки и техники Российской Федерации. Он действительно ходил в пассажирском движении в Чехословакии, в то время еще в объединенной стране. Интересная у него компоновка. То есть две кабины управления, можно и с этой управлять, можно с противоположной. А кроме того, есть помещение, отсек, вот прям позади этой кабины, почтово-багажное отделение. То есть почтальон мог работать прямо в движении, да, в пути по маршруту следования вот этого поезда. Вот у него там как раз дверки для этого. Да, вот совершенно третье верно. окошко и четвертое, третье и второе, то есть они как раз принадлежат дверке. Она такая сдвижная, как у старых трамвайных вагончиков. Вот такая гармошка получается, дверка. Ну, она распахивается. То есть она сейчас. распашонка. Да, она распашная. Ага. Но вот, кстати, сравнение с трамваем у вас, в принципе, верное, потому что как раз вот эти тепловозы выпускал тот же завод, который делал десятилетия вот эти трамвайчики знаменитые, которые до сих пор по Екатеринбургу курсируют. Уж сколько лет, и, наверное, еще долго будут тоже ходить. Татра Т3, да, совершенно верно. Т6, Б5 и по системе. Да. Вот, Ой, визитная карточка вашего города. И тепловоз-то он тоже именно с этого завода. В принципе, мордочки-то они даже и похожи. Перекликается дизайн. Да, многие посетители нашего музея, которые постарше, они прям сразу узнают, что вот очень похож на трамвайчик. Ну, чешский дизайн середины 20 века, про это уже рассказывали коллеги, историки железных дорог. И неоднократно, да, тут можно только восторгаться, это бесконечный процесс. Техника великолепна всеми своими линиями. Это просто искусство, ребят. Я считаю, это черт возьми, искусство. Потому что, когда тебе говорят, создай тепловоз и сделать вот это с этими линиями, с этими обводами, с этими ступеньками. Вы посмотрите на фальшборты, которые закрывают подкузовное пространство. Ну, это просто красиво. Да, и есть у него, кстати, еще одна интересная особенность. У нас-то на детской железной дороге колея 750 миллиметров, а именно у этого тепловоза 760 миллиметров. О как! То есть, да, чтобы его сюда выставить, путь
слегка расшивали. Казалось бы, 10 миллиметров разницы, но все-таки для ЖД-транспорта это критично, это принципиально по требованиям безопасности. Да. Тут еще один очень интересный образец. Кстати, это вообще мой любимый экспонат. Ну вот ваши варианты, что это может быть такое. А вот прямо перед нами вот это вот синее такое, вот как веранда у дома в деревне, вот это вот, где там только не хватает кота, который лижется, и цветочков в горшах. Вы вот про это, да? Я правильно понял? Совершенно верно. Либо снегоочиститель, либо струк. Очень похоже на снегоочиститель. И помесь, конечно же, домика бабушкиного из деревни. Очень уютно, сразу как-то тепло, занавесочек вот прям вот не хватает категорически. Ну вот, да, действительно, все народные варианты буквально назвали. То есть чаще всего нам говорят, что это дом на колесах, дачный дом. Дети говорят, что это ледокол. В народе вообще этот агрегат сразу получил название веранда за свой деревянный кузов, за вот такое остекление. Но по функционалу действительно это снегоочиститель. Причем это у нас один из самых старых экспонатов. Он изготовлен между 1925-29 годами. Просто у него разной таблички не сохранилось, но примерный вот порядок цифр таков. То есть скоро 100-летний юбилей экспонату, и вот он тут вот такой вот живет и здравствует. Да, кстати, живет и здравствует. Вы его работать-то зимой не заставляете? Ну, нет, его уже не заставляем. У нас есть более современные механизмы, которые мы как раз для очистки снега, для уборки снега с путей привлекаем. А этот бережем, тоже все-таки интересный экземпляр, не самоходный. То есть в свое время цеплялся либо к паровозу, либо к тепловозу в чуть более поздние времена. То есть локомотив толкал его перед собой. А дальше уже бригада, которая находилась вот в снегоочистителе, с помощью 4 рулей, поворотных кругов, распахивала и складывала крылья, которые находятся по 2 штуки с каждой стороны, и сбрасывала таким образом снег с путей. Ну, плюс спереди, сзади есть вот такие ножи, которые либо ниже к рельсу опускались, либо наоборот приподнимались. Естественно, отапливался такой снегоочиститель обыкновенной печкой, как правило, буржуйкой. Там она, собственно, и установлена. Ну и поскольку не электрифицированный агрегат, то и освещение соответствующее, то есть обычные железнодорожные фонари, либо свечные, либо в лучшем случае керосиновые. Ну и, кстати, вот у него сохранились некоторые родные элементы металлические немецкого завода Хутамарта. Давайте обойдем, посмотрим прям маркировку. То есть это указывает на то, что действительно еще оригинальные элементы у него не утрачены. Хотя сохранить, конечно, все это довольно сложно. Вот здесь можем видеть маркировку немецкого завода Хутамарта. Просто прекрасно. Удивительно, что такая техника, казалось бы, вполне себе утилитарная. Не произведение искусства, это не красивая картина, это не какой-то выставочный образец, это не предмет гордости на выставке о передовых достижениях. Это простой снегоочиститель узкоколейки. Но какие крылья! Ребята, вы посмотрите, сколько заклепок, как это все сделано, как оно друг с другом перекликается, а петли какие. Просто обратите внимание на форму петель. Вот такое часто где-то можете увидеть. Окошки. Ну, окошки — это отдельная песня. Тут уже про это уже рассказали. И посмотрите, как красиво получается, как одна линия такая. Оп, крыло и оконце. Как раз здесь над крылом, вот это вот, видите, наклонная железяка. Это для того, чтобы снег, поскольку уже это все происходит на скорости, на достаточно большой скорости, соответственно, снег, лед, он этими крыльями откидывается. И чтобы откинутые ледыхи не побили стекла, вот такая вот защита предусмотрена. Соответственно, ледышки на нее попадают, отбрасываются обратно и далее, попадая снова на крыло, отбрасываются в сторону. Ну, простейший, на самом деле, примитивный принцип действия. И то, что вот это сохранилось, и то, что это вот так вот воссоздано и сделано, просто как картинка, как большая игрушка. Это, знаете, ребят, щенячий восторг. Вот еле сдерживаемый щенячий восторг. Ну, так надо тогда, наверное, зайти и показать, как он работает. По крайней мере, на месте мы сможем распахнуть крылья и обратно их сложить. Шикарно. Спасибо вам за эту возможность. Да, всегда, пожалуйста. Тут, конечно, очень сложный цифровой кодовый замок. Надо подобрать комбинацию. Современный, да. Надо знать. Нашего старичка. Успех.
Так, ну, сами или показывать? Спасибо, посмотрим. Опа. Значит, ближайший к вам руль, вот этот можно крутить, соответственно, это крыло будет распахиваться до того момента, пока я не скажу стоп. Понято. Ребят, ну вот мы в снегоочистителе. В принципе, мы с вами были в более поздних снегоочистителях. Принцип действия не изменен. Это, знаете, это когда сделал с первого раза, и с первого же раза получилось хорошо. Вот огромный рычаг с противовесом, это для управления ножом, который по центру чистит все, что прям рядышком вокруг рельс. А вот эти вот огромные колеса, это не поворачивать, это как раз выдвигать те самые крылья. Вот смотрите, тут даже написано: крыло левое, открыть, закрыть. Я предлагаю попробовать нам открыть крыло и посмотреть, что у нас из этого получится. Поехали. Тык. Оп. Вращаем. А сильнее вращаем. Так, сейчас мы вам так попробуем показать. Вот так вот это и работает. Собственно, здесь вал, здесь зубчатка. Для чего она нужна? А потому что фиксируется этой штукой, хоп, вот так вот, зажимается. Но она сейчас не держится, не буду ногой. И назад крыло не уйдет, потому что оно же испытывает большие на себя воздействия того же самого снега, он же давит и пытается его убрать. Чтобы этого не было, здесь он как раз и фиксируется. Так, ладно, закрывать мы будем потом. Нам сказали, что скажут, когда надо остановиться. Стоп. И сейчас мы можем посмотреть на результат наших трудов. Ой, прости, охрана труда. И вот что мы имеем. Мы выдвинули крыло. И насколько шире, чем сам снегоочиститель, получается очищаемая поверхность. Ну да, это для габарита подвижного состава. А ведь есть же не просто вот вагончики, паровозики, а есть же еще и транспортеры для перевозки каких-нибудь там тракторов, какой-то там тяжелой техники, трелевочников. Они шире, поэтому здесь все это сделано с запасом. Все-таки инженера, а не какие-то лаптеплеты, такую технику проектировали. Ну, давайте наводить порядок. Так мы это безобразие, конечно же, здесь не оставим. И, ребят, чем же это отапливается? Мы же говорили, что печкой, да? Ну, печка обычная буржуйка, но вы посмотрите на года выпуска этой буржуйки, ребята. Оригинал. Какое же от нее, наверное, тепло было. А вот сюда чайничек поставить. И едешь так, значит, выдвинул эти все крылья, закуришь махорки, да чайку черного, сладкого такого с печки, прям с чайничка пригубить. Вот так и работали раньше люди. Ребят, здесь есть еще в наличии струк. Слово это вы слышали ранее. Что такое струк? Струк – это путевая машина для работы с верхним строением пути. То есть это всякие откосы, бровки. Это чтобы линия железной дороги была чуть выше, чем окружающий ее ландшафт, ну, чтобы на ней влага не скапливалась. И что надо сделать? Ну, обычно срубают просто эту землю. А как срубить землю? А вот строится такая вот шайтан-машина, такой огромный железный мощный агрегат, у которого, как и у снегоочистителя, есть свои крылышки. Только эти крылья, они имеют немного другую форму и другое назначение. Соответственно, посмотрите, с какой фольги тут все сделано. Я думаю, комментарии излишни. Вот это струг. Но как бы струг у ребят есть, но сейчас дело не до него. Есть и другие экспонаты на восстановление, более уникальные, а есть уже и восстановленные. Вот, к примеру, посмотрите, какой интересный вагончик. А мы с вами такой, кажется, на Алапаевской видели. Есть ли у них там такой синенький, по-моему? Вполне возможно. Вот, потому что бросается в глаза асимметричное расположение тележек относительно поперечной оси вагона. Ну, слово, так сказать, маэстро. Спасибо, конечно, за столь высокое звание. Но действительно, у нас есть еще один уникальный экспонат. Тоже, кстати, памятник науки и техники Российской Федерации, как и тепловоз Ту-47. Тоже единственный полностью комплектный вагон. Это передвижная ремонтно-механическая вагон-мастерская завода Аминдорф, Германия.
Такие вот вагоны поступали в Советский Союз в послевоенное время по репарациям, то есть взамен причиненного ущерба во время войны. У нас конкретно образец 1952 года. Сейчас он, конечно, так симпатично выглядит, но когда его обнаружили в поселке Семигороднее Вологодской области, выглядел он удручающе, прямо скажем, да, то есть и дерево было уже обветшавшее, сильно поврежденное, ну, в меньшей степени, конечно, рама, то есть металлические детали, все-таки у них и срок службы дольше, и попроще сохранить, но судьба у него довольно грустная могла бы быть, если бы один из работников узкоколейки, которая проходила там в районе поселка Семигороднее, не утащил этот вагон к себе на хозяйство после закрытия узкоколейки. И тем самым этот работник буквально вагон-то спас. Тем более мужик, дед, был такой рукастый, он прям работал на станках, которые установлены внутри вагона, а там и токарный, и фрезерный, и слесарное, и электрооборудование, и наковальня была. То есть вообще самого разного типа оборудования. И вот за счет этой эксплуатации он, получается, все механизмы-то и как раз сберег, сохранил. Вагон этот попал к нам в музей, великодушно он нам его передал, взамен всего лишь на один станок, который ему нужен был просто для работы на хозяйстве. Этот станок мы ему предоставили. Ну, а взамен как раз получили вот такой редкий, уникальный экспонат, полностью в сборе. Удивительно. Да, и что интересно, станки там родные немецкие так и остались. Я сам в Екатеринбурге учился в одной из школ микрорайона Уралмаш, есть у нас такой. И у нас на уроках труда вот были точно такие же станки, только не голубого цвета здесь, а зеленые у нас были. Я как зашел в вагон, думаю, ну ё-моё, ничего себе, как в школу в младшие классы попал, вот прям на таких же станках мы и работали. Поэтому тоже, кстати, очень люблю этот вагончик. Часто тут останавливаюсь во время экскурсии и чуть более подробную информацию излагаю. Здорово. А я, насколько знаю, вы экспонаты доставляете из совершенно разных мест, из порой прям труднодоступных, и целые операции проворачиваете, чтобы все-таки выцарапать из костлявых лап очередную железяку. Ну да, совершенно верно. То есть из самых разных регионов России, это может быть и какие-то самые труднодоступные места, там болотистые, либо уже поросшие лесом. Ну, конечно, тогда сначала для, так сказать, рекогносцировки и для того, чтобы понять, какая местность, отправляется экспедиция знающих людей, экспертов, историков, которые соображают в теме узкоколейных железных дорог. Они уже оценивают, можно ли в принципе вывести подвижной состав, насколько он ценен и так далее. Ну а тут уже нам его доставляют на грузовых автомобилях, на длинномерах, прям завозят максимально близко к этой площадке и уже кранами мощными, там, ивановцами сгружают, выставляют на пути, а тут уже своим подвижным составом, тепловозом маневрируем и заводим на нужный путь, на стоянку. А какое вот самое сложное было добывание, если так можно сказать, экспоната? Вот из какой самой большой жопы вы вытаскивали? Вот я так-то уж, наверное, даже и не подскажу. Мне кажется, вот нет ни одного легкого пути, по которому к нам пришел бы тот или иной подвижной состав, чтобы прям вот взяли его аккуратненько, так сказать, неповрежденный, и поставили такой же красивый и неповрежденный. Это все постоянно сопровождается какими-то сложностями и трудностями, там, не знаю, погодными, природными, географическими, формальностями, бюрократическими и так далее. Я в этом видео, наверное, буду филонить и сочковать. Поэтому расскажите, пожалуйста, где мы находимся и, господи, что мы наблюдаем? Что это вообще за технопорно такое? Мы сейчас с вами попали в паровозное депо. Исторически это локомотивное депо детской железной дороги. Когда-то здесь стояли тепловозы, но дело в том, что паровозы размерами-то гораздо больше тепловозов узкоколейных. И чтобы их здесь разместить, при реконструкции уже 2000-х годов депо пришлось еще оборудовать пристроем. Ну вот теперь у нас здесь стоят как раз паровозы. Один из них серии 157С 1936 года.
тоже у нас заслуженный такой ветеранистый экспонат. Многим жителям Екатеринбурга он знаком, поскольку долгое время, не одно десятилетие, стоял в качестве памятника в парке Энгельса. Это просто один из городских парков. Кто постарше, отдыхали там еще. Даже, в принципе, какое-то молодое поколение нынешних детей могло еще застать там этот паровоз. Но вообще мы его оттуда вывезли уже, получается, не меньше 8 лет назад, как раз для того, чтобы привести в порядок, отреставрировать, отремонтировать, ну, в общем, довести до рабочего ходового состояния, до исходного вида. И нам это удалось, то есть его действительно реставрировали почти 8 лет. Это тоже сегодня в России полностью комплектный, единственный экземпляр, именно ходовой, нигде такого уже не увидеть. В парке-то у него довольно печальная была судьба, то есть он весь был изрисован графитчиками, частично, ну даже так довольно сильно разоборудован, то есть какие-то части просто обломили, утащили на металлолом, ну и, простите уж, использовался он зачастую как туалет. Да, теперь совсем другой вид, он преобразился, в июле буквально тоже мы его эксплуатировали на различных мероприятиях, и горожане-то вот специально приезжали посмотреть на оживший, на живой паровоз, который они помнили по парку в таком ветхом состоянии. А сейчас он, конечно, выглядит совершенно иначе. Мы тоже его прям сами очень любим. Ожившая история. Да, все так и есть. Подскажите, если множество деталей были уничтожены так или иначе, откуда вот это вот все бралось? Это же целый завод, наверное, нужен. Все вот эти дышла, все вот эти размеры. Это ж не просто так там болгаркой выпилил. Ну, основные-то детали, к счастью, сохранились. Откручивали, так, как правило, мелочь какую-нибудь, да, где-то рукоятку, где-то, может быть, ручку на будке, отдельную какую-нибудь трубку. Но благодаря тому, что основные элементы все-таки удалось сохранить, паровоз как раз сегодня и действует. А вообще серийно, конечно, таких запчастей уже нигде не выпускают. То есть это, получается, такие разовые, точечные заказы, которые могут выполнить, ну, вот, единичные предприятия. И стоит это, наверное, все как чугунный мост. История умалчивает. О, да. Значит, здесь занимаются железнодорожники? Да. А что они делают? Вообще это кабинеты, оборудованные под изучение именно паровозного дела. То есть вот, например, макет котла паровоза. Здесь, в отличие от паровоза настоящего, можно все крутить, вертеть, трогать, переключать и так далее. Прикольно. И уголь, наверное, не обожжет. Ну, это естественно. Все-таки имитация. Просто шикарно. И все, соответственно, отражает реальное расположение на паровозе. Точная копия, в том числе по размерам. А какого паровоза? Вот не подскажу. Видимо, старого, ребята, видимо, очень старого паровоза. Представляете, вот оно, как паровозная будка, вот, но без границ. Как если бы паровоз был кабриолетом, что ли. А здесь принципиальная схема действия паровоза. Ну да, паровоз в разрезе, потому что многие-то все равно задают вопросы, а что же там внутри? На действующем паровозе мы это никак не можем показать. А тут все равно можно хотя бы сказать, что вот дымогарные жировые трубки, например, и тут, да. Угу. Здорово. Я помню, по-моему, на Подмосковной стоит, значит, паровоз, тоже серия только это настоящий паровоз, который разрезали и туда налепили лампочки светодиодные. Как оно, что, куда, откуда. Ну, вроде как пару раз на выставке потаскали, сейчас стоит, пылится в запасниках музея. Ой, таракан.
Да, таракана можно задавить. Меня зовут Валерий Шестаков, я сотрудник Музея истории науки техники Свердловской железной дороги. Находимся мы с вами в Музее узкоколейных железных дорог. Мы познакомились уже с экспозицией, расположенной на улице, соответственно. Да, там у нас представлена техника узкоколейная, которая работала в прошлом веке на узкоколейных железных дорогах. Не только Урала, но и Советского Союза и бывших союзных республиках, ну, впоследствии в СНГ. Вот. Находимся мы с вами в здании вокзала станции Центральная, это бывшее здание вокзала детской железной дороги, да, ну, соответственно, новое здание сейчас стоит у входа в парк Маяковского 2016 года. Вот. А здесь было принято решение создать музей, посвящен узкоколейным железным дорогам. Ну, здесь такая классическая экспозиция, где представлены экспонаты, различные модели, макеты, какие-то документы, ну, в общем-то, и все остальное. Вот. На столе интерактивном показана карта с узкоколейными железными дорогами, такими наиболее известными, которые когда-то существовали, пролегали на территории Свердловской области, да, но вот так выглядит вообще Свердловская область, вот город Екатеринбург. Ну и вот цветными линиями показаны железные дороги узкоколейные, которые на территории области когда-то были проложены. Синим цветом показана лесная деревообрабатывающая промышленность, оранжевым цветом показана торфяная промышленность, да, и красным и фиолетовым цветом показана черная и цветная металлургия. Но, конечно, на Урале первые узкоколейные железные дороги начали появляться в конце 19 века именно для черной и цветной металлургии, потому что край железоделательный, да, вот, и заводовладельцы для своих нужд начали строить узкоколейные железные дороги. Узкоколейные железные дороги были частными, вот, не входили в состав тогда железной дороги, ну, к концу 19 века, начало 20-му она носила название Пермская железная дорога, да, вот, большая дорога, которая сегодня является Свердловской. Вот. На карте представлены сегодня 74 узкоколейные железные дороги. Одна из них это детская железная дорога, она не промышленно-образовательная, поэтому мы ее, как говорится, из этого списка вычтем. Получится 73 узкоколейные железные дороги, и из них сегодня сохранилась только одна, Алапаевская узкоколейная железная дорога. Да, соответственно, ну, в 200 километрах севернее города Екатеринбурга начинается Алапаевская узкоколейка, соответственно, в городе Алапаевск она берет свое начало, да, и заканчивается в поселке Калач. Ее длина сегодня 150 километров, это главный действующий путь. Со всеми ответвлениями порядка 200 километров, ну, 200-220 километров. По сегодняшний день, с конца 19 века, Алапаевская узкоколейная железная дорога добывает, на ней перевозят лес-кругляк, и ей еще пассажиры пользуются как средством передвижения. То есть ездят в свои поселки. Это поселки с постоянно живущими жителями, то есть у них там находятся дома, это не дачи, вот, где люди живут, поэтому они регулярно, ежедневно узкоколейной железной дорогой пользуются, и она, соответственно, работает. Но уже в современности, в 21 веке, узкоколейная железная дорога Алапаевская получила свою, ну, как бы не то чтобы известность, но она продолжает действовать и известна уже для туристов, то есть ее активно продвигают на Урале, Свердловской области в различных туристических проектах, ну и, в общем-то, она активно в этом участвует, ну и, в общем-то, является интересным объектом. Вот. В дополнение к карте еще представлены макеты, да, здесь представлены, ну, даже не макеты, здесь представлены модели паровозов узкоколейных, которые когда-то работали на узкоколейных железных дорогах Урала. Вот. Ну, почему в виде моделей? Потому что они сохранились, модели паровозов здесь, те, которые были построены во второй половине 19 века, ближе к концу даже 19 века, в основном здесь паровозы Западной Европы, да, и более того, паровозы разной колеи, не только колеи 750 мм, но и 600 мм, и 884, и 900, и 1000, и 1050, 1100. Вообще на Урале до революции было 10 видов колей. Вот, поскольку заводопромышленники покупали технику за границей, привозили и уже под эту технику строили, соответственно, узкоколейные железные дороги. Но были, конечно, в этом списке перечни и всем знакомые узкоколейные железные дороги на колею 750 мм. В 20-е годы
вообще советская власть в целом стандартизирует ширину колеи, оставляет колею 750 мм, 1000 мм. И, в общем-то, к началу Великой Отечественной войны, в принципе, основной колеей становится колея 750 мм, потому что тогда, в годы первых пятилеток, Советский Союз начинает строить, собственно говоря, паровозы собственные. Ну, здесь конкретно 159 или 157 зашит на Горьковской детской железной дороге. Ну, на каких-то детских дорогах там работал еще дореволюционный подвижной состав на колее 750 мм. Но, в принципе, после Великой Отечественной войны подвижной состав, он становится исключительно на колее 750 мм. Вот. Так же, как и на большой железной дороге, на смену паровозам на узкоколейных железных дорогах приходят тепловозы. Да, в 1956 году мы знаем, что выходит постановление на 20-м съезде КПСС, да, о новых видах тяги, что переходят с паровозной тяги на тепловозную и электровозную. Паровозы перестают строить в Советском Союзе. Касается это и узкоколейных железных дорог, но, правда, паровозы узкоколейные строят все-таки еще, продолжают вплоть до начала 60-х годов, но мы равняемся на все-таки большую железную дорогу. И начинают на смену паровозам приходить, соответственно, тепловозы. Ну, здесь конкретно представлен тепловоз серии ТУ-3 чехословакский, который во второй половине 50-х годов начинает поставляться в Советский Союз. Но таких машин всего на весь Советский Союз было поставлено не более 30. Вот. Но понятное дело, что мощности не перекрывало те, которые, да, соответственно, требовались и были нужны узкоколейным железным дорогам. Во второй половине 50-х годов 20 века также подключается к строительству Калужский машиностроительный завод, начинает строить наши отечественные тепловозы серии ТУ-2. Но так же, как и тепловозы в серии ТУ-2 построили, конечно, гораздо больше, порядка 300-350 машин. Но так же, как и тепловозы серии ТУ-3, прекрасные машины, но очень тяжелые. 32 тонны – это служебный вес. Вот. Для настоящих узкоколейных железных дорог, да, с песочным балластом, земляным балластом, с рельсами Р-18-24, деревянными шпалами, конечно, такая непозволительная роскошь, очень тяжелый подвижной состав, поэтому уже с середины 60-х годов Камбарский машиностроительный завод начинает разработку и строительство тепловозов серии ТУ-4 с капотом, да, то есть у нас, получается, остается одна кабина, в капот прячется там дизель, ну и, конечно, действительно выигрывают конструкторы, потому что, по весу тепловоз становится 16-17 тонн, ровно в половину от тех тепловозов, которые начали строить во второй половине 50-х годов. Ну и, соответственно, вот эта вот форма в виде, капотированная, да, то есть с капотом, она, в общем-то, приживется на долгие годы, и все тепловозы вплоть до серии ТУ-9 будут строиться именно вот такими. Только тепловозы серии ТУ-10 уже современные, но они на узкоколейках промышленных не работают, они работают на детской железной дороге, снова вернулись к форме уже двухкабинной, но все равно по тоннажу они не такие, как тепловозы серии ТУ-2. Вот. Ну, еще, конечно, представлены у нас здесь различные тоже модели, да, дрезин, в частности, пожарной дрезины ПМД, да, грузовой дрезины ГМД, два мотовоза представлены, которые, кстати, вот в основном работали на узкоколейных железных дорогах лесовозных, вывозили, да, с усов как раз-таки лес, кругляк. Они что там газогенераторные были? Да, были еще. МУЗ-Г4. Да, были МУЗ-Г, были газогенераторные, вот, да, но, в принципе, что там, Горьковский автозавод все пытался машины сделать, да, газогенераторные, вот, кстати, трелевочник, можно посмотреть, моделька как раз представлена. Была еще вариация даже на дровах, которые должны были работать, да, трелевочники. Вот, наверное, вообще на газу, да, но все-таки они на солярке. Вот можно посмотреть, трелевочник здесь не просто так показан, это тоже та техника, которая работала то есть, во-первых, ее транспортировали по узкоколейным железным дорогам, и, во-вторых, они таскали тот лес, который впоследствии уже перевозили, транспортировали по узкоколейным железным дорогам. Трелевочник такой можно увидеть, да, в знаменитом фильме «Девчата», да, действие которого как раз разворачивается на лесовоз. По сути, там лесная делянка, но лес они транспортируют по узкоколейной железной дороге. Да, было дело. Там еще известная сцена, когда они там на вагоне едут, это там курят. Посмотрите фильм, очень хороший, добрый.
Здесь у нас еще представлен макет, соответственно, искусственного сооружения, мост деревянный. Вот. Ну, это, по сути, как бы такое задел начало экспозиции. То есть на втором этаже у нас расположена вторая часть экспозиции, посвященная узкоколейным железным дорогам. Там показаны искусственные сооружения или архитектура, которая существовала на узкоколейных железных дорогах. Вот, ну, вот можно посмотреть. Вот такие деревянные мосты строили, в принципе, в конце 19 века, в начале 20 века, в год Великой Отечественной войны разрушенные мосты восстанавливали. Тоже деревянные фермы. Ну, конечно, потом деревянные все-таки устои мостов меняли на бут, но ферма, в принципе, здесь металлическая ферма, металлические клепанные оставляли. Плакатов-то сколько по пути на второй этаж. Да, стиль все-таки был раньше. Прям вот идеализировано, может, не всегда отражала реальность, но стиль был. Было круто все-таки, когда кругом, хоть и на плакатах люди смотрят в светлое будущее, самого начинаешь ждать. Николай Алексеевич. И тут куча всего. И, господи, тут даже есть роботы, которые делали ребята на детской железной дороге еще при позднем Союзе. И до сих пор они сохранились. И посмотрите, как мило. Южик. Ну сколько же теплоты и доброты здесь собрано. Я, ребят, с вашего позволения, вам не буду показывать абсолютно все. Я не хочу отбивать у вас желание приехать сюда самим и самим походить и окунуться в эту во всю историю. Как вы видите, здесь работают настоящие профессионалы и большие любители своего дела. И посетить их экскурсию лично, а не сидя там в ютубчике, намного интереснее, полезнее и продуктивнее. Короче, ребят, я вам крайне настоятельно рекомендую посетить вот эти места самим. Это не какая-то глухая перть, это не какая-то отдаленная делянка или заброшенная деревня на узкоколейке. Это огромный уральский мегаполис. Доехать сюда не составит никакой проблемы. Да и в целом Екатеринбург сам по себе прекрасный город. Помимо узкоколейной его части, каждый здесь найдет что-то свое. Поэтому приезжайте. Ну вот вам, ребят, для затравочки, вот так вот просто вот буквально вот так вот, на паузе, наверное, поставите, все там размазано, ничего не увидите, но здесь куча всего интересного. Смотреть, не пересмотреть. Это те самые первые вагоны, те самые пафоваги, которые открывали движение на Малой Свердловской детской железной дороге. Очень-очень здорово, что они сохранились, что они комплектные, они в принципе живые и вполне себе существуют. А вот смотрите, видите, Ямал, Малахит. У этих вагончиков же тоже немножко интересная история. В 2008 году 5 вагонов снаружи и внутри были оформлены по стилю фирменных поездов Уральского региона. Это Демидовский экспресс, Ямал, Урал, Малахит и Кама. Так они, собственно, окрашены до сих пор. И, насколько я знаю, даже когда эти вагончики в таком окрасе выходили, проводники были одеты в форму, которая сочетается с формой этого фирменного поезда, в такой же фирменной форме. И проводники работали на большой железной дороге. В общем, очень интересное предприятие само по себе. И очень классно придумано. Ну а дальше давайте попробуем посмотреть, как-то вам что-то попытаюсь напеть. Ну вот, например, такой вот вагон, я про него ничего не знаю. Это ПВ-28, что ли? Это какая-то вообще редкая древняя мелкосерийная штуковина, которая, она может и уникальна, но она не легендарна, слишком их мало было выпущено. А вот красавец Ту-4 1548, у него, видите, какая интересная штука, вместо ударно-сцепного устройства, вместо сцепки узкоколейной, такая вот огромная штука. Дело в том, что этот тепловоз работал на шпалопропиточном заводе. И вот эти вот своей вот такой вот ударной штуковиной он заталкивал вагонетки с шпалами в пропиточный цех. Там такая большая труба стояла, где все это и происходило. В принципе, уже гуляли мы на Балаговском шпалопропиточном заводе. Вот. Где-то здесь должен быть уже тепловозик, который приехал оттуда. И там мы с вами видели похожую технику, и там нам охранник все рассказал. В общем, если это видео
уже вышло, оно на канале. Если нет, значит оно обязательно будет. Там шикарная история, вообще совершенно замечательная во всех смыслах. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропустить. Вот еще Ту-8 и торфовозные вагончики. Пошли. Те самые ТСВшки, труженики магистралей узкоколейных торфовозного назначения. Ну, собственно, они внутри как бункеры. Эти крышки открываются, и все сваливается по обе стороны от продольной оси вагона. Цистерна. В принципе, типичная цистерна, ВЦ-20, если память не изменяет, на достаточно таких вот олдскульных телегах, которые тоже большую редкость не представляют. А вот это просто прелесть. Платформа, она как ширококолейная, только узкоколейная. Она как большая, только маленькая. Вы извините, я не могу перестать умиляться. Мне так нравятся узкоколейные платформы. А на ней какой-то мотовозина. Причем какой-то интересный мотовозина. Смотрите, какие у него буфера. У него привод с дышлом. Обратите внимание. Ох, на паровозный манер. То есть... Так, а что у нас тут вообще происходит? Ага, то есть вот отсюда выход, вот эта штука имеет вращающий момент, и через вот это дышло, через эксцентрики передается на колесные пары. Удивительная техника. Ведь делали же раньше, а? Конечно, в ней работать, наверное, ну такое себе, как мне кажется. Ну, сами представьте, в такой штуке такой дурильник, наверное, жуть. Зато буфера-то какие. Выставка продолжается, можно сказать, лесной промышленностью. Вот, например, здесь, по идее, это основание под кран. Я так понял, в процессе реконструкции все это дело, в процессе восстановления. Значит, почему это кран? Ну, во-первых, вот посередине вот такая вот здоровая внутренняя зубчатка. Это для того, чтобы башенка поворачивалась. Выглядит как какой-то транспортер и имеет упоры. Как раз когда кран начинает работу, он упорами упирается, чтобы просто не свалиться с рельсового пути. В общем, это пока еще только в процессе создания. Стрела от него видна. А давайте перейдем на другую сторону. А здесь как раз и находится транспортер с машиной. Это трелевочный трактор. Судя по цвету, он используется для ликвидации лесных пожаров, пожарная техника, хотя по факту обычный трелевочник. И обратите внимание, что по 2 тележки в каждом конце вагона. Транспортер. А дальше идет лесовозный сцеп. На таких вагонах обычно таскали длинные хлысты. Представляют из себя, ну, как 2 такие платформы рогатые. Но они сцеплены не сцепкой, а вот так вот жестко соединены трубой. Такая вот сочлененная конструкция. Вот это все фактически один вагон. Много где такая тема применяется на лесовозках. Это не вот какая-то редкость, но вот что вот он в идеале. Сцеп называется, написано ЛТ-22. Это просто великолепно. ЛТ-110 кран. Вот как раз обратите внимание, у него есть тоже упоры. Сейчас они сложены. Вот видим вот эту шарообразную штуку, которая упирается вот сюда, вот в ответную часть на таких блинах. Это уже имеет гидропривод. Если на том кране там резьбой, то здесь уже гидравлика. Конструкция более современная. Ну-ка, вот такая вот у него кабина. Надеюсь, вам видно. Да, более современный кран. А это альтернатива тем самым сцепам, которые мы сейчас видели чуть-чуть раньше. Это, по сути, платформа для перевозки леса. В принципе, обычная платформа, только рагулины такие. Электростанция самоходная узкоколейная. Что это за зверь? А вот такой вот тепловозик с романтичной палубой и огромным генератором спереди. Дело в том, что эта штука способна обеспечить вас 380 вольтами переменного трехфазного току
в любой жопе мира, друзья мои. У нее там вот и бак есть, она на нем работает, она самоходная, у нее обе тележки приводные, ездит, работает. Для чего это может понадобиться? Ну вот смотрите, например, СУ-2А, просто СУ-2, простите, просто СУ-2. Тоже электростанция, самоходная, узкоколейная, более совершенная, соответственно, чем первая СУшка. А за ней прицеплен путеукладчик. И эта комбинация электростанции и путеукладчика образует собой целый путеукладочный поезд. Дело в том, что путеукладчик — это же по сути такой кран с передвигающейся частью и захватом, который берет рельс-шпальную решетку, уже готовую, ну то есть рельсы, пришитые к шпалам, вытаскивает их вперед и укладывает. Собственно, так происходит укладка, ну и в обратном, соответственно, порядке действий разборка железнодорожного пути. Вот, как мы видим, эта техника у нас 1986 года. Вот, здесь уже тоже есть и лебедки для подачи, и ролики. Все это управляется вот из этой вот кабины. Вот, похожую кабину мы видели в Мизиновке. Там она, конечно, была в состоянии плачевном, но вроде как рабочая. Здесь же это все прям как оно и должно было быть с завода по задумке. Ну и, собственно, вот стрела этого путеукладочного крана выходит. И такая лапа-захват с грузоподъемностью, как написано, 2 тонны. Чего более чем достаточно звенья эти укладывать. Ну или снимать. Лучше, конечно, укладывать. Птичья ругань. Разборки. Драка, драка, драка. Хоп-хоп. Нас, походу, заметили. А происходит это все на тепловозе, который доставлен сюда с Балаговского шпалопропиточного завода. Я там был, я его там видел. Сейчас наша вторая встреча. Прекраснейшее со всех сторон событие было. Поездка на этот шпалопропиточный завод. Очень интересный рассказ местного дяденьки. Подпишитесь, поищите, послушайте. Вот. Ну а тепловоз, собственно, приехал сюда. Вот, как и 4-я тушечка, отличается отсутствием буфера, но зато присутствием такой вот усиленной брони на морде, вот, с такими вот рогами, для того, чтобы как раз надвигать груженные шпалами вагонетки в пропиточный барабан. Господи, как же мне нравятся эти узкоколейные платформы. Ну прям красотаж. Мы с вами смотрели вот на эту замечательную веранду на колесах, а следующее поколение снегоочистителей, вот, пожалуйста, ПС, в данном случае ПС-44 Свердловск-Торфа. В принципе, как бы это ужасно не звучало, в принципе, принцип тот же. Вот. Единственное, это уже металлическая штуковина. Вот, пожалуйста, металл. Сиди, открою. А суть абсолютно та же самая. Центральный нож и крылья. Все. Управление точно такое же. Просто изменялись технологии производства снегоочистителей. Поэтому на смену дереву пришел металл. Поэтому теперь, знаете, это как бабушкин деревенский дом. Уже как бы не актуален. Сейчас человейники. Ну, а там был вот такой вот металлический снегоочиститель. До сих пор они где-то есть, до сих пор они используются. То есть это, несмотря на то, что он построен в 1952 году, сама по себе техника эта, она актуальна до сих пор. Тоже очень распространенный паровозик. В данном случае это КП-4, там были всякие КЧ, там чего только не было. Можно сказать, что это просто узкоколейный паровоз. Их строили разные заводы, их строили долгие года. Они построены огромными тиражами. И сейчас можно найти такие уже восстановленные. А вот это, кстати, смотрите, заводская табличка Пафовага. Пафоваг, 55-й год. Вот. Ну, видимо, КП, серия К, П, польский, пожалуйста, Пафоваг. Про вагон-мастерскую нам уже рассказали. А вот здесь представлена уже такая поздняя линейка узкоколейного подвижного состава. То, что есть и сейчас. Ну, соответственно, вагон Думкар. Это
это не то, что до сих пор. Это много где есть, и на Алапаевской такие есть, в Твери на почившей узкоколейке комбинат стройматериалов такими вагонами возили песок. Это достаточно широкая распространенная серия. Точно так же, как и вот этот хоппер-дозатор. Почти на всех узкоколейках, где как-то обслуживают пути, он есть. Это абсолютная норма. Он служит для подсыпки пути. У него вот... Так. В общем, ребят, у него вот такой вот богатый внутренний мир. Соответственно, это как два бункера, разделенные вот такой вот перегородкой. Ну, как торфовозные вагоны ТСВшки. Принцип тот же самый. Снизу открывается люк, и сыпучий груз, он разделяется как бы на две, ну, более-менее равные части, и ссыпается то с одной, то с другой стороны. Для подсыпки щебнем, песком верхнего строения пути. Ну и тепловоз автоматриса Ту-6П. Очень интересная компоновка выбрана. По сути, здесь 3 кабины. Вот как, вот знаете, какие замечательный романтичный семейный фильм «Человеческая многоножка». И вот здесь принцип тот же самый. Но зато кабина — это первая кабина, а 2 остальные кабины — это пассажирский салон. Давайте мы тут аккуратненько поднимемся, ничего не испачкаем, потому что все выкрашено, все в идеале. Вот, пожалуйста. Вот отсюда лучше будет видно пассажирские сиденья, а спереди кабина на 9 человек, посадочные места. Ну, а тем временем подходим к локомотивному депо Свердловской детской железной дороги. И сразу бросается в глаза куча интересностей. Вагон, который может перевозить маломобильную группу населения. Господи, я такой первый раз в жизни вижу. Узкоколейный вагон с пандусом для маломобильных ребят и девчат. Круто, как бы счастье, оно должно быть доступным для всех. Это очень правильно. Это, оказывается, на базе ПВшки. А ВП-750 уже сделано с завода, с более широким тамбуром, с заездом вот для ребят, кто в колясках. Вот это да, вот это для меня прямо открытие. Здание депо выглядит как-то так. Также там расположен кванториум, образовательные темы. Очень красивые, посмотрите, какие граффити. И паровозик, и Ту-2, конечно же, 092, местный любимчик. И современная десятка. Вон она там стоит. Совсем уж крутые экспонаты. Это тоже относится к музею. Это пожарная дрезина ПМД. Такие действительно были, как такая пожарная летучка, можно сказать. Чуть что, проезжали и приступали к ликвидации возгораний. Здесь, соответственно, для пожарного расчета лавки, бронзбойты. Вот на эту бобину наматывался рукав. И СМД, пожалуйста, санитарная мотодрезина. Вот они, 2 сестрички. В принципе, у обеих кабинка перекликается у этой, а у этой прямо от ГАЗ-53. Вот, техника, да, более-менее распространенная, но сейчас уже редкая. Сейчас такое мало где увидишь. Ну, санитарная дрезина, тут вот места для размещения лежачих больных. Мало ли кому вступила. И АМ-ка. Такая есть, только не у меня и Майкла Джексона, а здесь и в Тесово. Если в Тесово его восстанавливали прям завод-завод, то, насколько я знаю, здесь другую передачу ей немножечко поставили и, скажем так, доработали изначально не самую удачную конструкцию, ну, с технической точки зрения. Вот. Мне кажется, она еще не закончена, ну, хотя бы потому, что тут от раздатки отсутствует кардан, она все-таки еще не самоходная. Вот. Но восстановлена АМ-очка прям вот как девочка. Прям красавица и умница. Сами посмотрите. А ведь по сути это, слушайте, достаточно большая серия. Там 200 с чем-то штук их сделали. Напишу точно сколько. Это переделка, грубо говоря, пассажирского вагона ПВ-40
Обычно, ну, посмотрите, боковина, обычная ПВшка. Ничем не примечательная, я даже в музее показывать не стал, самую заурядность. Самоходный вагончик. И из таких матрис могли даже дизель-поезда формировать. То есть, как и АЧ-2, видео тоже есть на канале. 2 самоходные матриски по концам и 2 вагончика прицепных, тех же самых ПВ-40 по центру. Очень эстетичная тема. Вот до недавнего времени только в Румынии, по-моему, там 1 или 2 их там ходила, вроде даже 1. И все, а у нас не было. И вот сейчас вот 2. Одна еще там вроде как восстанавливается. Собственно, здесь вот дизельное помещение, там видно, да, там видно, там какой-то агрегат стоит, там что-то происходит. Между 2-м и 3-м окном перегородка, и здесь небольшой такой пассажирский салон. Вон 248-я. Господи, какая прелесть, а! Эх, пассажирская дрезина ПД-1. Такая и в Питере есть самоходная, такая и здесь есть. В Тесово не помню. А съездите в Тесово, посмотрите сами. Там тоже очень круто, и ребята там хорошие, и рукастые, и молодцы все. Пожалуйста, вот эту кабину. Ну, по сути, газон и пассажирский салончик. Вот такой, дверки распашные, и туда можно заходить. Здесь, по идее, еще должен быть столик между этими дверками. Ну, если есть пассажирская версия, должна быть и грузовая. Пожалуйста, грузовая мотодрезина ГМД. Вот их такое целое семейство. Пассажирская, грузовая, санитарная и пожарная. Все это выпускалось, все это работает, и очень приятно видеть вот всю вот эту вот разнообразную линейку в таком едином собрании. Ну, с другой стороны, мы видим восстановленный Пафовак и гостя из Германии, Орнштайн & Коппель. Теперь это уже Свердловская детская железная дорога, настоящий немецкий паровоз. И сложно сказать, действительно ли когда-то Орнштайн & Коппель свой локомотив поставляли в Свердловск в 30-е годы, или это кто-то что-то неправильно понял, или это, может, кто-то там что-то приукрасил из газетчиков, или в архивах напутано. Но теперь коппелевский локомотив, да, тоже есть на Малой Свердловской дороге, и он рабочий, он иногда используется, он всех очень радует. Немецкий шикарный танк-паровоз. Короче, это красота. Это технопорно, это фетиш. Ну, вообще, живые паровозы – это всегда круто, а особенно узкоколейные. Это ощущение магии узкой колеи, когда вот такие вот маленькие дрезинки, когда вот это вот тоже такая аккуратная дрезинка, вот это пожарная. Смотришь, ты это воспринимаешь, наверное, как игрушку какую-то, а она же вон вся аж лоснится прям. Здорово же. Восторг, ребят, просто восторг. Так это выглядит со стороны. ВПшник, тоже красавец, узкоколейный паровоз, как и серия К, достаточно распространенная машинка. Вот за ним немец, ну немец прям видно, он такой, он посердитее, побольше. Ну, понятно, это и цели другие, и характеристики другие закладывались, чего уж тут. Да и он с тендером, а здесь он тендер на себе таскает. Ну, конечно, паровоз прям по узкоколейным меркам громадина, чего уж тут говорить. К сожалению, заставлен РЖДшным постаментом, но вот зато можно оценить его морду лица. Интересный парень, ничего не скажешь. Всем, кому интересна история развития узкоколейного подвижного состава, или же просто хочется посмотреть на диковинные паровозики, вам сюда. Я постарался показать максимум, но у меня это, конечно же, не получилось. Такое богатство и разнообразие экспонатов, его осветить, да и, наверное, нет смысла. Ребят, приезжайте сами. Екатеринбург, парк имени Маяковского. Здесь действительно очень круто. Ну а вам всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам интересно, в чем-то познавательно и очень понравилось. Ребят, еще раз спасибо, всем любви и мира. Пока-пока.